Прическа на длинные волосы для девочки – это коса или хвостик, но такую прическу легко разнообразить всего за несколько минут. Присоединяйтесь к нашему каналу, если впервые встретили наше видео, и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Перед любой прической волосы должны быть хорошо расчесаны и слегка влажные. Тогда все волосинки будут послушные и не будут магнититься. Собираем хвост. Обратите внимание, как расческа подхватывает пряди волос со всех сторон. Низкий хвост всегда сделать проще. Используйте крепкие силиконовые резинки, чтобы прическа оставалась крепкой на протяжении всего дня. Отделяем сверху небольшую прядь волос. Не сбоку, а сверху. Это важно. Делим на две части и начинаем закручивать обе пряди в одном направлении. Я кручу вправо, а между собой перекручиваем в противоположном направлении, влево. Получается крепкий, тонкий жгутик. Волосы любой длины хорошо вкручиваются и не выбиваются из прически. Докручиваем так по всей длине волос и фиксируем силиконовой резиночкой под цвет волос самого маленького диаметра. Выделяем прядь такого же размера снизу, под хвостом, и делаем второй тонкий жгутик. Основной хвост увлажняем водой, делим на две части и таким же способом закручиваем в жгут. Обе пряди крутим в одном направлении. Между собой перекручиваем в противоположном направлении. На более толстых прядках волос процесс закручивания жгутика выглядит более наглядно. Если вы уже научились делать жгутики, эта прическа будет готова за 5 минут. Важно просто освоить этот навык. Жгутики делаются втрое быстрее обычной трехпрядной косы. У нас получилось 3 жгутика. Тонкие жгутики над и под толстым. А теперь обвиваем толстый жгут тонкими по всей длине. Фиксируем край резиночкой, и наша прическа готова. Украшаем заколкой нашу прическу и любуемся необычным плетением. Еще один способ оформить хвост длинных волос – это заплести тонкую трехпрядную косу над хвостом. Я плету датскую. Боковые пряди уходят под центральную поочередно. Поднимите косичку повыше, чтобы случайно не подхватить лишние волосинки из основного хвоста. Доплетаем по всей длине волос и фиксируем силиконовой резиночкой самого маленького диаметра. Теперь просто пережимаем резинкой под цвет волос тонкую косу вместе с хвостом. Для дополнительного объема слегка вытягиваем волосы по бокам. Делаем это в несколько этапов, равномерно с каждой стороны одинаково. Расстояние между перевязочками произвольное. Присоединяйтесь к нашей страничке в Instagram или группе Facebook, чтобы видеть наши ежедневные прически в сторис и публикациях. Прическа делается очень быстро, а выглядит интересно, особенно если подобрать красивые аксессуары, подходящие к одежде. Это могут быть маленькие бантики на заколке, яркие резиночки или перевязочки ленточками. Такую прическу можно украсить цветами, они будут прекрасно держаться, крепче, чем если просто украшать косу. Нарядность этой прически легко изменяется с помощью заколок. Нашу третью прическу мы начнем с украшения хвоста, потому что у нас не заколка, а резинка. Хвост мы сделали выше и перед плетением увлажняем водой. Теперь выделяем тонкую прядь сбоку и плетем трехпрядную французскую косу. Крайние пряди поочередно заводим на центральную. Таких косичек заплетаем 2 по бокам. Делаем перевязочку силиконовой резиночкой. Берем петлю для волос, вставляем под резинку,
Поднимаем тонкую прядь из середины основного хвоста, продеваем в петлю. Вставляем палец между петлей и резинкой и протягиваем через резинку. Остается красивый узелок, который скрывает резинку. Для дополнительного объема слегка вытягиваем пряди над резиночкой, а потом косички, чтобы они красиво обрамляли хвост по бокам. Снова делаем перевязочку. Следим, чтобы волосы сверху не втянулись в нижнюю резинку. Снова вставляем петлю для волос, еще ее называют стайлер, и переворачиваем тонкую прядь из середины основного хвоста. После вытягивания прядей волосы под резинкой слегка запутываются. Помогайте себе расческой. Даже на очень длинные волосы достаточно сделать 3 перевязочки. Волосы слегка приподнимаются вверх и смотрятся короче, но значительно гуще и пышнее. Можно обойтись и без стайлера, просто при последнем обороте резинки сразу протянуть тонкую прядь основного хвоста, а можно применить шпильки. В прошлых видео мы показываем этот способ. Смотрите прическу с сердечками из кос. Когда хвост истончается, петлю стайлера лучше заводить самой тонкой стороной. В таком случае ее легче протянуть через резинку. А чтобы волосы легко вошли в тонкую петлю, слегка прокрутите их перед вдеванием или помогите себе тонким краем расчески или шпильки. Мы очень любим эту прическу и часто применяем ее элементы, чтобы скрыть резиночки. Не бойтесь и вы экспериментировать и совмещать разные техники оформления причесок. Присоединяйтесь к нашему каналу и повторяйте простые, доступные каждому прически на живых, детских, самых непослушных волосах. И вы в скором времени достигнете мастерства в этом деле. Увеличите скорость, зная маленькие хитрости, которыми мы делимся с вами.